Когда маленького мальчика выбросили из движущейся машины его отца посредине откуда, он понятия не имел, что делать. Раненый и одинокий, он был напуган тем, что с ним произойдет. К его шоку внезапно появился медведь и сделал нечто невероятное. Сэм дрожал от страха, когда его отец на огромной скорости мчался по извилистой дороге на их старой машине. Солнце садилось над густым лесом, отбрасывая длинные тени, плясавшие по неровной монтанской местности. Отец мальчика, человек, охваченный гневом и алкоголем, впал в приступ ярости во время их поездки. Это случалось бесчисленное количество раз раньше, но впервые он боялся за свою жизнь. В этот раз его отец казался более рассерженным, чем обычно. Машина опасно вписывалась в каждый поворот, словно не было гравитации. Сэма бросал от одной стороны машины к другой. Он отчаянно кричал своему отцу, чтобы тот остановился, но это только сильнее разозлило мужчину, и тогда гнев отца обрушился на Сэма жестокими словами и жестокими побоями. Мир Сэма становился все более и более непрерывным кошмаром боли и ужаса. Когда машина неслась по лесу, ее мотор ревел, как зверь, когда ярость отца Сэма достигла пика в пьяной маниакальной ярости. Он резко открыл дверь машины и в жестоком акте оставления вышвырнул Сэма на грязную дорогу. Мальчик вылетел из машины, его маленькое тело ударилось о неумолимую землю. Он лежал там оглушенный и истекающий кровью, когда машина умчалась и скрылась в лесу. По щекам Сэма, покрытым синяками, струились слезы, когда он смотрел, как исчезают задние огни. В ночи он был один, потерянный в самом сердце дикой природы, никому не мог обратиться за помощью, ночью страх и отчаяние сковали его, словно душная пелена. Время шло и постепенно становилось все темнее и темнее, пока внезапно не наступила ночь. Дезориентированный и избитый Сэм с трудом поднялся на ноги. Он не очень хорошо знал, как выжить в лесу, но знал одно: если он слишком долго останется на одном месте, вероятность того, что за ним придет хищник, вероятно, увеличится. Ночь была холодной, а жуткие звуки леса смыкались вокруг него. Он знал, что ему нужна помощь, но понятия не имел, где он находится и куда идти. Каждый шаг пронзал болью его раненое тело, когда он спотыкался по лесу, а силы иссякали. Сэм услышал поблизости тихий шорох. Он замер. Сердце колотилось от страха. Он не был уверен, что делать, бежать. Но тогда, возможно, то, что за ним следует, погонится за ним. Или встать и попытаться отбиться. Он вовсе не был уверен в своих шансах в тот момент. За последние несколько часов с ним произошло столько всего, что на тот момент он уже смирился. Он решил, что бы это ни было, он встретит это лицом к лицу, отчасти думая, что это, возможно, всего лишь олень, и что он зря беспокоится. Итак, он повернулся к звуку и гордо встал, чтобы встретить любое существо, которое было позади него. Но тогда из теней появилось зрелище, которое опровергало его ожидания. Медведь. Медведь был огромным, его шерсть богатого темно-коричневого цвета, идеально сливавшегося с лесными тенями. Однако во взгляде читались теплота и ум, что удивило Сэма. Он ожидал, что медведь будет угрозой, но вместо этого он осторожно приблизился, его движения были на удивление мягкими. Сэм замер, совершенно не зная, что делать дальше. Он видел достаточно передач о природе, чтобы знать, что такая встреча обычно не заканчивается хорошо. У него не было ничего, чем можно было защититься. Он подумал, может, ему стоит залезть на дерево, чтобы убежать. Но он был серьезно ранен и давно не ел. Он не мог представить, как далеко сможет уйти, прежде чем медведь его догонит. Поэтому он просто замер, глядя на медведя. На мгновение Сэм и медведь посмотрели друг на друга. Между ними повисло молчаливое взаимопонимание. Хотя Сэм и слышал истории о том, что медведи яростные и дикие, этот медведь казался другим. Он не мог понять, в чем дело. Но было что-то заботливое в том,
как медведь смотрел на него. Сэм отбросил эту безумную мысль и сказал себе не опускать так быстро гвард. Но затем произошло нечто невероятное, словно почувствовав уязвимость Сэма. Медведь опустился на землю и протянул массивную лапу, мягко толкнув дрожащего Сэма. Это был невысказанный призыв, хотел ли медведь, чтобы Сэм забрался к нему на спину. Нет, конечно же, это безумие. Он пересмотрел слишком много мультфильмов. Но медведь настаивал снова и снова, мягко толкая лапой Сэма. Не имея ничего терять, он решил рискнуть. Со смесью страха и любопытства Сэм неохотно забрался на спину медведя, вцепившись в густую шерсть. Изо всех сил он сомневался, что мог зажмурить глаза сильнее, чем уже сделал это. Он с тревогой ждал нападения, тычка или каких-либо других агрессивных действий со стороны медведя, но этого не произошло. Вместо этого медведь медленно поднялся на все четыре лапы и аккуратно приноровил вес Сэма, затем медленно двинулся вперед, делая каждый шаг осторожно. Сэм едва мог поверить в происходящее. С удивительной грацией медведь нес Сэма все глубже в лес. Сэм вцепился в медведя. Его избитое тело находило утешение в его тепле и защите. Он признал, насколько странной была эта ситуация, но на тот момент ему было все равно. Впервые за несколько дней он почувствовал себя в безопасности. Словно медведь стал его защитником, молчаливым присутствием, дарующим ему надежду в самый темный час. Часами они бродили по дикой природе. Медведь вел Сэма через лабиринт высоких деревьев и извилистых ручьев. Сэм мог только гадать о намерениях медведя. Может, он вел его в свою берлогу, чтобы съесть. В голове роились самые дикие, самые жуткие мысли. Но он не мог отрицать очень странное чувство уюта, которое его охватило. Большая его часть очень надеялась, что медведь помогает ему найти безопасное место. Одно он точно знал. Намерения медведя скоро станут ясны. Ночь тянулась. Силы Сэма продолжали иссякать. Он то впадал в беспамятство, то приходил в себя, пока в какой-то момент не упал со спины медведя. Он здорово перепугался, когда медведь разбудил его, ткнув носом ему прямо в лицо и навязчиво нюхая. У Сэма ушла целая минута, чтобы вспомнить, где он находится и почему лежит на полу в компании медведя. А когда все нахлынуло, произошло нечто шокирующее. Впервые за долгое время он расплакался навзрыд. Он перестал плакать довольно давно, когда понял, что это только побуждает его жестокого отца вести себя еще более агрессивно, как способ справиться. Он перестал плакать или вообще испытывать какие-либо эмоции из-за жестокого обращения. Он выплеснул все, его тело сотрясалось от рыданий. Его мать умерла несколько лет назад, и он мог думать только о том, как сильно она его любила. Она всегда обнимала его крепкими объятиями и напоминала, какой он умный. Он ужасно хотел, чтобы она была рядом, а она сумела бы все исправить. Он очнулся, когда медведь положил свою тяжелую голову ему на плечо и снова ткнул носом, словно чувствуя его глубокую грусть и горе по покойной матери. Наступали ранние утренние часы, воздух был леденящим, а небо очень темным. Сэм поджал ноги ближе к себе, пытаясь согреться и чувствовать себя в безопасности. Медведь принял этот жест, он медленно лег позади мальчика и обернул его своим большим телом. Сэм съежился ближе к земле и прижался к медведю. Он чувствовал, как это удивительное существо старается защитить и согреть его. Именно в этот момент он понял, что этот замечательный зверь, возможно, его единственная надежда на выживание. В своем сердце он начал доверять медведю, ощущая невысказанную связь, которая преодолевала границы видов. Медведь был в 10 раз больше него и во 100 раз сильнее. Если бы он захотел причинить Сэму зло, он бы уже это сделал. Но сильная интуиция подсказывала Сэму, что намерения зверя были добрыми,
и что ему просто нужно довериться. На рассвете Сэм и медведь медленно проснулись под лучами солнца. Огромный медведь встал и глубоко потянулся. Затем снова опустился на землю и мягко подтолкнул Сэма взобраться к нему на спину. Затем медведь поднял нос в воздух, явно ловя какой-то запах. Чего именно, Сэм не знал. Он просто решил крепко держаться, чтобы увидеть, куда его приведет зверь. Может, он был голоден. Острое чутье медведя уловило запах чего-то неподалеку, и он осторожно, но решительно направился в одном направлении, через каждые несколько минут вновь поднимая голову и принюхиваясь, а затем продолжая путь. Сэм с тревогой ждал, что выведет медведь, не подозревая, что это был неоспоримый аромат пикника, свежеиспеченного хлеба, спелых фруктов и смеха пары, наслаждающейся трапезой в лесу. Медведь, зная, что Сэму нужна помощь, которую он не может оказать, держал путь к источнику запаха, неся мальчика осторожно на своей спине. Сара и Марк выбрали это отдаленное место в лесу для спокойного пикника и понятия не имели, что их день примет неожиданный оборот. Это было прекраснейшее утро, они очень наслаждались солнечным теплом. С нетерпением ждали и трапезы на всю неделю. Они запаслись провиантом. Наслаждаясь едой, они все глубже погружались в пикник. Однако Марк был начеку, всегда держа окрестности в поле зрения. Такова была особенность трапезы посреди леса. Никогда не знаешь, кого может привлечь запах еды. Сначала Марк услышал шум, а Сара нет. Раздался громкий шорох в кустах за полем, где они расположились. Сначала он не придал этому значения, но потом заставил Сару замолчать и сосредоточился на звуке, который услышал. Затем он увидел нечто леденящее душу. Из кустов выходил огромный гризли. Марк тут же вскочил и встал между Сарой и медведем. У него был спрей от медведей, и он был готов использовать его в случае необходимости. Сердце бешено колотилось, по телу разливался адреналин. Он знал, что у него почти нет шансов против медведя, но если надо будет защитить жену, он сделает это храбро. Когда он уже объяснял Саре, как им следует действовать, чтобы выжить, он внезапно замолчал. Он всматривался в медведя, сосредоточив взгляд, уверенный, что на его спине что-то необычное, но с такого расстояния разглядеть было трудно. С каждым шагом медведя все ближе, Марк и Сара все сильнее охватывались ужасом. Это был буквально их самый страшный кошмар. Но затем они разглядели, что именно лежало на спине огромного медведя, и были ужасно потрясены. На ней неловко покоился измученный, избитый мальчик. Сара несколько раз протирала глаза, чтобы убедиться, что она не галлюцинирует. Что все это могло значить? Почему медведь нес на себе человеческого ребенка? Страх охватил Сару и Марка, когда они наблюдали за развитием событий, но вскоре они поняли, что действия медведя не были агрессивными. Скорее он заботился о мальчике. Завидев Марка и Сару, медведь высоко поднял свою большую красивую голову, словно подтверждая их запах и решая, были ли они дружелюбны. Очевидно, он одобрил их, потому что вдруг начал опускать тело на землю и мягко стряхнул спящего мальчика со спины. Сэм медленно соскользнул на пол в бессознательном состоянии. На мгновение медведь встал над мальчиком и толкал его носом, пока тот внезапно не проснулся. Пока мальчик оглядывался, пытаясь осознать происходящее, медведь потихоньку отошел, давая ему пространство, и немного промычал пари, словно побуждая их подойти к мальчику. Марк и Сара не колебались ни секунды. Они медленно приблизились к мальчику, покрытому синяками и грязью. Когда взгляд Сэма встретился с их взглядами, в его глазах читались страх и облегчение. Он с трудом заговорил. Голос был едва слышным шепотом, но он сумел произнести слова «пожалуйста, помогите мне». У Сары на глазах навернулись слезы, когда она опустилась рядом с раненым мальчиком.
Она видела в присутствии медведя молчаливое заверение их безопасности. Она мягко успокоила Сэма, что они вызовут помощь. Она попыталась обнять его, но его тело выглядело таким измученным, что она ограничилась тем, что утешающе погладила его по голове, а Марк в это время достал телефон и вызвал помощь. Он быстро объяснил их местоположение и настоятельно попросил медицинскую помощь. Они не были уверены, насколько серьезные у Сэма травмы, поэтому нужно было предупредить врачей о тяжести его состояния. Пока они ждали помощь, Сара и Марк предложили Сэму еду, воду и тепло пикникового одеяла. Однако мальчик был крайне молчалив и отказался от еды, словно боялся доверять этим людям. Медведь же, казалось, полностью им доверял. Он повернулся спиной к троице и неторопливо направился в свое логово, уйдя так же быстро, как и появился. Вскоре прибыла бригада парамедиков, им пришлось прилететь на вертолете. Они планировали доставить Сэма в больницу по воздуху. Вертолет хорошо сел на поляне, стоило парамедикам взглянуть на Сэма, как они поняли, что ему срочно требуется помощь. Мальчик выглядел истощенным, бледным и подавленным. С ним было явно неладно. У Сары вновь навернулись слезы при мысли о том, что пришлось пережить бедному ребенку, прежде чем их пути пересеклись. Парамедики принялись стабилизировать состояние мальчика, а затем эвакуировали его вертолетом в ближайшую больницу. К счастью, он был достаточно стабилен для транспортировки, и они как можно быстрее доставили его в клинику. Сэм был сильно обезвожен и не вполне осознавал происходящее, что никогда не было хорошим знаком. Когда Сэм попал в больницу, врачи были ужаснуты, узнав о травмах. Они гадали, что могло произойти, но ни к каким выводам не пришли. Телесные повреждения были гораздо серьезнее, чем они предполагали вначале. Их крайне озадачивало, что могло их вызвать. У Сэма было множество переломов и сильных ушибов, причем некоторые травмы были достаточно старыми. Это был первый признак жестокого обращения. Они заметили, что Сэм то приходил в сознание, то снова терял его, из-за чего было сложно эффективно общаться с ним и выяснить, что произошло. В результате лечения назначили, основываясь на самых разумных предположениях. Путь Сэма к выздоровлению, как физическому, так и эмоциональному, только начинался. Когда он, наконец, очнулся, то тихо лежал в больничной палате, благодарный за заботу и любовь, которую получал. Марк и Сара навещали его каждый день с того момента, как он открыл глаза. Они были прекрасными людьми и сильно о нем заботились, напоминая ему о его покойной матери. Когда он оставался один, то не мог не думать о медведе, спасшем его жизнь, защитнике в дикой природе, проявившем доброту в самые тяжелые моменты. Если бы не медведь, пришедший ему на помощь, его состояние, вероятно, ухудшилось бы еще больше. В последующие дни история выживания Сэма разлетелась по всему миру. Все хотели узнать о мальчике, которого спас дикий медведь. В конце концов, объявился и отец Сэма, требуя забрать сына к себе, но полиция уже ждала его. Врачи расспросили Сэма о возможном жестоком обращении, когда он очнулся, и он рассказал им все. Стало очевидно, что отец поступил с ним таким образом, поэтому офицеры решили, что он никогда больше не причинит вреда своему сыну. Не имея опекунов или семьи, Сэм остался совсем один. Но затем произошло нечто удивительное. Марк и Сара подали документы на усыновление Сэма. Он и Марк настолько подружились, что эта пара, которая боролась с бездетностью, решила воспитать мальчика как родного ребенка. В свою очередь, Сэм с радостью принял их привязанность, потому что чувствовал себя с ними в безопасности и умиротворении. Безопасность и стабильность дали Сэму шанс вырасти в здоровой и любящей среде. И по мере того, как продолжалось его путешествие, он знал, что навсегда сохранит в памяти объятия медведя, напоминание о том, что даже в самые темные времена может найтись хранитель, ждущий в тени, готовый протянуть помогающую лапу Илли, в данном случае пушистую спину тем,
кто в ней нуждается. И по мере того, как продолжалось его путешествие, он знал, что навсегда сохранит в памяти объятия медведя. Напоминание о том, что даже в самые темные времена может найтись хранитель, ждущий в тени, готовый протянуть помогающую лапу или, в данном случае, пушистую спину тем, кто в ней нуждается. Как бы вы отреагировали, если бы к вам приблизился медведь? Поделитесь своими мыслями в комментариях ниже. Спасибо за просмотр. Всего доброго.